Всем привет! Сегодня в Zona Easy мы сделаем стеклянные фрукты и яблоки в карамели. А это рубрика Sweet Art. И помогать мне будет Таня, она кондитер, и расскажет нам все тонкости. Ну что? Итак, это очень красивый десерт с долгой историей. Во Франции до сих пор его готовят ко Дню Святого Валентина и дарят своим любимым. Серьезно? Да. Вот так вот. Это называется яблоко любви. Подарочек готов, ребята. А я думала, что эта штука связана с какими-то рождественскими праздниками. Хотела на Новый год купить такие яблоки в Минске, так нигде не нашла. А там практически в любой кондитерской вы можете найти данный десерт. Данный десерт мы сейчас очень легко с вами приготовим. И для него нужно всего 3 ингредиента. Яблоки, либо фрукты какие-то, могут быть ягоды. Важный нюанс, все должно быть чистое и сухое. Карамель боится любой влаги. Поэтому Кстати, очень красивые вытираем. яблоки. А что скажешь, если вот мы используем какие-то более такие, простые по форме, может быть, зеленые? Они что же пойдут? Да. Любые яблоки. Просто я купила красные, чтобы это выглядело прям вообще супер, вау. Желательно, чтобы они были небольшого размера. Второй ингредиент – это сахар. И третий ингредиент – вода. Все Супер. легко и просто. Вот сейчас мы покажем и продемонстрируем, как быстро и легко, то есть на изи, приготовить такой десерт. У нас есть еще кумкват, и мы его нанизаем на шпажки и сделаем карамельный кумкват. Таня сказала, чуть язык не проглотила от такого мандарина. Ну Да. что, я нанизываю кумкватины? Да. Смотрите, как все просто. Беру вот такие вот шпажки для мини-шашлычков. Нанизываю. Кстати, я пробовала карамельный виноград. Он был очень вкусный и выглядело это все очень красиво. Так, у нас палочки. Кстати, хочу сделать небольшой на этом акцент. Вот такие палочки вы можете найти в любой кофейне, девочки. А вот это шпажки, которые можно купить для домашних шашлычков. А это китайские палочки. Мне кажется, для яблок лучше использовать именно их. Пожалуйста. Такие тонкие лучше не брать, потому что они будут прокручиваться. Карамель очень горячий, и это опасно. А смотри, тут какая дырка огромная в этом мандарине. Значит, он нам не пойдет. Значит, он нам не пойдет. В мандарине должна быть маленькая дырочка, чтобы все это дело держалось правильно. Сквозь середину. Получится? Наполовину где-то яблоко. Нужно воткнуть палочку. Нифига себе, у тебя силенок. А то. Яблоки Ну мы что берем ж. красные, потому что они наиболее яркие будут. Но вы можете взять любые. Наши яблочки уже на шпажках. Мандарин готов. И вот такие шашлычки из кумквата. Сейчас мы сделаем карамель, и это все будет такого ярко-красного цвета. Ну что, давай переставим сюда, чтобы зрителям было видно. Сразу предупрежу, работать с карамелью необходимо очень аккуратно, так как температура сахара будет более 150 градусов. А вот это уже опасно, ребята. А смотрите, как много Таня засыпает сахара. На 600 грамм сахара 210 грамм холодной воды. Угу. И 210 грамм холодной воды. Нужно ли это перемешивать или само? Оно все растворится. Мы это ставим на средний высокий огонь. Если, допустим, 9 максимально, то мы на 7 ставим. И нагреваем 10-15 минут до коричневого цвета. Я покажу, как он будет выглядеть. Даже до коричневого? Ничего себе, я в шоке. Если у вас есть кухонный термометр, то самое время им воспользоваться. А если кухонного термометра нет, каким-то образом человек может понять, Да. когда сахар нужно как-то или снять с плиты, я не знаю, что-то с ним сделать? У нас будет стоять мисочка с холодной водой. Мы будем определять на шарик нашу карамель. Ничего себе. Очень важно, чтобы из фруктов не вытекал сок. Сок вроде бы не вытекает. Но кумкват может немножко... Вот эти красные, они шикарно выглядят, правда? Как мультики. Давай еще одно. А еще, если у нас будет лишняя карамель, мы можем взять любую силиконовую формочку. Ого! Вот этого я не ожидала. Сделать конфетки. Да. Ничего Посыпать себе. на донышко. Разные посыпочки, орехи. Класс. Класс. Рисовые шарики. Кстати, нам тоже понадобятся посыпки. Супер. Вау-вау-вау. У нас уже 2 вида посыпочек. Ребята, наша карамель очень сильно кипит. И мы ждем, пока пузыри станут меньше. Это будет значить, что наша карамель готова.
И мы сможем добавлять в нее краситель, правильно говорю? И делать карамель уже для яблок. 15 minutes later. В нашу карамель мы добавили еще 2 столовые ложки лимонного сока. Я не знаю, для чего это делается, но раз Таня сказала, значит мы так делаем. А для чего это? Чтобы наша карамель загустела. Понятно, вопросов не имею. Карамель готова. Чтобы Посмотрите, ее... какая она горячая. Будьте очень осторожны. Чтобы ее проверить, мы капаем. Мы капаем карамель в воду, и посмотрите, она застывает просто по Мгновенно. форме капли, мгновенно. Наверное, это говорит о том, что она готова. Да. Мы добавляем в этот момент немного красителя. Так будет выглядеть гораздо эффектнее. Ой, класс. Блин, такой запах карамели, вот прям как на какой-то рождественской ярмарке. Класс. Ну да, детям я не советую готовить этот десерт в одиночку без родителей. А всем остальным быть очень осторожным, потому что ну супер горячая карамель. Итак, начнем. Вау, это уже очень интересно. Мы немножко наклоняем кастрюлю. Вау. И такими проворачивающимися Класс, движениями блин, они настоящие, они прям настоящие карамельные яблоки. даем немножко Офигеть. стечь. Класс. Класс. И в этот момент, пока еще карамель горячая, мы можем посыпать какими-то посыпочками, орешками, вафельной крошкой. Ой-ой-ой, какая красота. Будьте очень осторожны. Если карамель увидите, что она уже застывает и тяжело проворачивается, ее можно немножко подогреть на плите. Саша? Ну, попробуем. Класс. На самом деле это элементарно. Просто окунаем яблоко в карамель. Видите, поэтому мы брали максимально красные яблоки. А вот тут немножко. Оп. На красных Класс. цвет выглядит ярче. Смотрите, какая красота. Просто вот настоящая. Вот у меня ассоциация с этим яблоком от Нина Ричи. Вот прям один в один. Класс. Также поступаем с нашими малютками. Ребята, а смотрите, кумкват, получается, в карамель нельзя окунать, потому что у него очень жирная кожура, и это масло отталкивает карамель. Вот это интересно. Я не думала об этом. Но у нас есть на этот случай мандарин. Какой красивый мандарин, посмотрите. Даже не поймешь, что это мандарин, кажется, что яблоко. Я обзвонила все вот эти вот маленькие фирмы, которые делают разные там сладости на заказ, и никто не делает яблоки. Хотя, мне кажется, это вообще элементарно. Да, шикарный десерт. Я даже не ожидала, что это настолько красиво. У нас же рубрика Sweet Art, поэтому эстетика на первом месте. О, смотрите, какая красота. Осталось немножко карамели, и Таня предлагает сделать из этой карамели конфеты. И что это будет? Такие карамельки. Получается так? Да? А может еще одну дольку мандарина окунем? Давай. А скажи, карамель еще горячая или уже Да, нет? Да? еще горячая. Пока она жидкая, Пока она жидкая, она можно горячая, использовать. да? Ну, давайте попробуем окунуть этот капризный кумкват в более густую карамель. Я чувствую себя каким-то производителем сахарной ваты. О! Ребята, он стал стеклянный. Кстати, стеклянные фрукты — это очень опасно. Потому что они могут разбиться. Будьте осторожны. Посмотрите, какая красота. Слушай, оно уже застыло или нет? Как ты Еще. считаешь? Нет, до минут 15 надо подождать. Тем временем мы можем завязать ленточки. Мы сейчас это... Блин, ну яблоки в карамели просто шикарные. Антон, уже хочешь одно стырить? Ну как ты хочешь одно уже стырить? Посмотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. А дай-ка я продегустирую кое-что. Рано. Лучше подождать. Ребят, никогда так не делайте, хорошо? Подождите лучше, пока фрукты остынут до конца, и потом уже дегустируйте. А то я чуть не осталась без передних. Окей? Так красиво, посмотрите, какая у меня красота. Прямо дома, так приятно. Только хочешь мой? Нет, я вот это. Кусани. У них у всех зубы прилипли. Они надо мной ржали. Блин, вы бы видели, у Антона весь рот чуть не склеился. Ну, потом, наверное, отлипнет. Таня, посмотри, как красиво у нас получилось. Шикарные яблочки. Ребята, вот такой шикарный и очень красивый десерт
у нас с Таней получился. А пока она там ржет, я посоветую вам подписаться на ее инстаграм, потому что там она делится всякими фишками. А на мой инстаграм можете тоже подписываться. Все оставлю в инфобоксе. Тань, ну давай попрощаемся с нашими зрителями. Пока! Ну, красота. Антон, ну скажи. А, еще. Ну, красиво же. Все. Пока. По-моему, круто. Так, это тихо, 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 тихо. Тихо, 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 блядь.